Топ-5 пауэр-станций для избежания блэкаута и да и вообще да, для дачи, для дома, для квартиры, для чего угодно, для кемпинга, для рыбалки. В общем-то, топ-5 пауэр-станций приблизительно киловаттных на осень 2024 от канала Технозон. Поехали. Слушайте, ну вы уже видите, я не буду их сразу скрывать, этот топ-5, я начну с первого места, аргументирую, почему она на первом, кто на втором, кто на третьем, но перед этим, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, нажимайте колокольчик, в описании под видео есть ссылка на обзоры всех этих пауэр-станций, на промокоды на вкусную цену и ссылки на проверенных продавцов, вернее, на оригинальных продавцов, откуда их можно заказать. В Украину их можно заказывать через NP Shopping, без проблем доставляют, при этом сейчас в Украине нет налога, таможенного, скажем так, сбора. Поэтому поехали. На первом месте у нас FuzzyBot F1200. Действительно бестселлер, потому что на текущий момент, ну, вы видите, сейчас 479 евро, я вам сейчас покажу другую картиночку, 399 евро. С промокодом TECH1200, если не верите, я вам сейчас тоже это покажу прямо на сайте, пожалуйста, с промокодом TECH1200, 399 евро. Извините меня, за такую цену киловаттную пауэр-станцию взять практически нереально. И вы скажете, ну подожди, ну есть же там EcoFlow, есть All Powers, ну давайте теперь, вот смотрите, любая там Blue Yeti, любой там EcoFlow стоит под 800 евро. Я два FuzzyBot F1200 могу взять за 800 евро, грубо говоря, это просто нереальная цена. А теперь смотрите, емкость 1024 ватта, это 1 киловатт, у нее литий-железофосфатная батарея, у всех участников этого топа литий-железофосфатные батареи. 1200 ватт мощность. Это стандартная, пиковая 2,4 киловатта. И у этой пауэр-станции самый высокий коэффициент, самый высокий показатель долговечности батареи. 4000 циклов до 80% деградации. А это, извините меня, около 10 лет. 1000 ватт зарядка от розеточки AC, при этом там еще такой регуляторчик регулируется, прикольно. Час зарядки 1,2, ну грубо говоря, там 200 ватт от солнечной батареи, это ее слабое место, говорю вам сразу. До 100 ватт от машины можно заряжать, и есть UPS, то есть источник бесперебойного питания для компьютеров, для холодильников, для котлов отопления, для чего угодно. То есть там, где необходимо, чтобы питание было постоянным, у всех пауэр-станций этого топа тоже есть UPS, поэтому вы должны понимать, что, ну, как бы по умолчанию я сразу скажу, что оно есть, как и правильная синусоида тоже у этих пауэр-станций есть, и литий-железофосфат. Но нет ни расширения, нет ни беспроводной зарядки, и даже DC5521 выходов нет. Две розетки 220 вольт, два порта Type-C, один 100 ватт, другой 20 ватт, 4 порта Type-A, один порт у нас 12, два порта у нас 12-ваттные, два 18-ваттные, и все. И больше тут ничего интересного, но она самая легкая в топе, 11,5 килограмм, очень легкая, классно, удобно носить с собой, и, конечно же, имеет все сертификаты соответствия ROHS, UKC, FCC, CE, PSE, UL, короче, все эти сертификаты соответствия европейским стандартам безопасности есть. А теперь смотрите, на втором месте многие могли бы сказать EcoFlow бренд, с учетом его, конечно же, цены, но тут у нас влазит All Powers R1500. Объясню. На текущий момент вы здесь видите 5% промокод. Нет, промокод сейчас 10%. Если мы пойдем сюда вот All Powers, давайте пойдем в корзинку, каут, то она вам обойдется в 629 евро. Я вам скажу, это недорого за эту пауэр-станцию. Пожалуйста, вот промокод Технозон, без промокода Технозон у нас 699, с промокодом Технозон, вот он включен, 70 евро скидки. А теперь давайте, почему же, допустим, All Powers на втором месте, а не EcoFlow Delta? Я сразу буду так в сравнительных моментах говорить. Во-первых, EcoFlow стоит дороже. Во-вторых, 1152 ватт-час. Это емкость. У EcoFlow 1024 ватт-час. Литий-железофосфатная батарея, понятно, 1800 ватт базовая мощность у того и того, у той и той пауэр-станции. Пиковая мощность 3000 ватт у All Powers выше. 3500 циклов до 80%, долговечность батареи больше вернее. Кстати, у EcoFlow она самая маленькая, 3000 циклов до 80%, это пишет сам производитель. Пожалуйста, можете пойти на сайт проверить, я тут ничего не приписываю. Теперь по скорости зарядки. 1,5 киловатта на All Powers, 1200 ватт на EcoFlow.
650 Вт от солнечной батареи, 500 Вт от солнечной батареи у EcoFlow. И тут у нас дошло до самых прикольных. Дело в том, что и All Powers, и EcoFlow позволяют расширять свою емкость с помощью дополнительных батарей. Например, у All Powers это такие себе, сейчас я вам покажу, давайте. Вот они, расширительные батареи, вот как они выглядят, вот так вот можно делать это все. Но дело в том, что у All Powers можно расширить до, смотрите, вот я вам сейчас покажу, я вам только скажу, вы сейчас сразу все поймете. Общую емкость получить до 4,6 киловатт. То есть вы можете купить дополнительных 4 таких штуки, а можете купить вообще R2500 2 киловаттную, да, там, и влепить на нее, там будет вообще 5,7 или 5,8 киловатт. Представляете вообще емкость? Очень удобно. У меня когда-то покупали пауэрстанцию, швейный цех, покупали B1000 батареи расширения, вернее, покупали B1000 расширения батарею, швейный цех, и у них была прям базовая пауэрстанция, они накупили этих батарей, вообще и пользуются. Они не хотят вкладываться ни в какие инверторы, ни какие-то, потому что арендное помещение, на чемоданах сидят, говорят, нафига мне вкладывать в помещение, где, откровенно говоря, не буду сидеть всю жизнь. А здесь это удобно, это удобно. И все это вы можете заказать на европейском сайте с доставкой через NP-шоппинг в Украину, либо через ту страну, где вы находитесь, через какого-то посредника. Это будет дешевле, чем на местном рынке, намного. И теперь дальше. А у EcoFlow можно расширить всего лишь на 1024 или на 2048 ватт-часов. То есть там всего лишь один выход. В All Powers есть последовательно два выхода. То есть батарею от батареи и еще к одной четвертую батарею можно подсоединить. И там, получается, общую емкость можно получить максимально 3,072 Вт-час. Вот так вот. А теперь дальше. Беспроводные зарядки. У All Powers самые лучшие беспроводные зарядки 2 на 30 Вт. Получается 2 беспроводных зарядки. Но это не самый такой показатель, который я люблю. 2 USB-C на 100 Вт каждый. И тут вы скажете, так подожди, 2 порта и у EcoFlow на 100 Вт каждый. Но нет. Я когда делал обзор на EcoFlow, я уже всем показывал, что EcoFlow имеет всего лишь базовые стандарты быстрой зарядки. Power Delivery и Quick Charge. Все. Никаких Samsung HFC, Huawei там и всего остального у них нет, просто. Урезанные порты быстрой зарядки до не могу. То есть есть база. А в All Powers все, кроме SuperVOOC. Все, вот, кроме вот этого BBK-ного долбанного стандарта, которого нет нигде, только на их зарядках, на каких-то специфических. Они поддерживают все. И Power Delivery 3, и Quick Charge 4, и все по 100 Вт, короче, фигачат просто. Невероятно. Поэтому это лучше. Да, по USB Type-A они проигрывают по количеству, как минимум. Есть у него, конечно же, приложение для управления Wi-Fi, Bluetooth и сертификация, допустим, стандартам безопасности, соответственно, но она еще и самая тяжелая, 16,7 килограмм. Тут уж извините, все эти станции BMS-инвертор имеют, BMS-контроллер, вернее, для безопасности, они все безопасные, то... Честно говоря, вот да, тяжелая, но она стационарная. Вы ее поставили, уже там дальше вокруг нее ходите и что-то делаете. По третьему месту EcoFlow Delta вы поняли, тут в принципе говорить нечем, цена на нее сейчас просто конченая, цены себе не сложат, и тут я уже вам проговорил их все основные характеристики. А вот на четвертом месте у нас Aferi P110D, и тут уже выходит она там почти киловатт, 960 ватт-часов, литий-железофосфатная батарея на 1,2 киловатта мощности, 1,2 киловатта пиковой мощности, 3500 циклов. Вот вроде бы, оно, знаете, ничего примечательного за 610 евро, и честно говоря, ее бы здесь не было, если бы у нее не было дополнительной сертификации для немецкого рынка, плюс 13 килограмм у нее вес всего лишь. И при этом у нее даже не самая быстрая зарядка 700 ватт. Я бы ее поставил бы на 5 место, если бы Blue Yeti AC180, которая есть на текущий момент у нас на 5 месте, которая 1152 ватт, вот вы сейчас как брат-близнец посмотрите, 1800 ватт у нас емка, у нас под мощность как у All Powers 1500, там 3500 циклов заряд, быстрая зарядка почти 1,5 киловатта. Вот смотришь там, ну да, вот прикольно, классно, там у него Power, один Type-C, правда, на 100 ватт, не 2. Даже есть приложение, нет вариантов расширения, но, блин, цена 749 евро на текущий момент. Но 749, это почти 800 евро, извините меня, стоила бы она хотя бы 600, ну там было бы прикольно, но за 400 евро я могу взять F1200, а за 800 евро я могу взять 2 F1200, и вот разница 50 евро. Зачем мне тогда это Blue Yeti? Поэтому он на 5 месте. Было бы оно хотя бы там 600 или дешевле, чем Aferi, то оно было бы на 4, может быть даже на 3 месте. Потому что действительно Blue Yeti, ну, неплохо. Хотя, знаете, тут вопрос еще такой. Допустим, по шуму.
All Powers шумноват, говорю сразу. Blue Yeti тоже шумновато. Аферий более-менее нормальный, но не такой мощный. EcoFlow, да, прикольно, шумноват, прикольно по шуму, более-менее нормально выключается, там в ноль даже практически. Но, блин, цена и отсутствие быстрых зарядок для всех вариантов телефонов, она легкая, все классно, но цена все съедает. FuzzyBot, да, прикольно, киловаттная, дешевая, но нет расширения, нет приложения, нет ничего такого, да, но она прикольная, да, то есть она за свои деньги, это вот очень классное соотношение. Ребят, топ-5 я вам свой сказал, пишите свои варианты, я с вами был Бабл на канале Технозон, ссылки все в описании под видео, пока.